Так что... Остановись. Я быстро даже скажу. Я бухал в квартире Довлатова. Смотрите, вот я сижу, и внизу Невский проспект. У нас очередная парадная, смотрите, какая красотища. Прошли с вами сразу на кухню жилой коммунальной квартиры. Маша совсем недавно переболела ковидом. Всем привет! Сегодня мы покажем наш родной Санкт-Петербург, город, в котором мы прожили большую часть своей жизни. Мы его покажем не глазами туриста, а глазами петербуржца. И надеюсь, вам это понравится. Ну что, поехали? Сегодня мы вам решили показать нетипичный Петербург, который вы видите обычно во всяких рекламных проспектах, там, в интернете и так далее. Мы хотим вам показать что-то действительно классное и необычное. И также мы сегодня разберемся, почему именно в Петербурге парадные, а не подъезды. Мы поднимаемся без лифтов, поэтому очень тяжко. Нас только что проинструктировали, что нужно делать. Нужно очень аккуратно, выходи. Нам все рассказывает гид. Вот, собственно говоря, это Стокман, ресторан Москва можно увидеть. И там вот кто-то на террасе находится. Всегда было интересно увидеть с этой стороны. Передвигаемся лично по дорожкам, они разные столкны, они все противосказать, то есть вы на них ни в коем случае не поскользнетесь. Это сделано для вашего удобства, чтобы спокойно перемещаться по крыше, для удобства жильцов. То есть дорожки, они еще и шум приглашают. Что касается маршрута, начинается все здесь, потом по той серой дорожке передвигаемся на Невский, делаем там красивые кадры, потом перелезаем на соседние дома и по всеми крышам прогуляемся в ту сторону. Это площадь Восстания, и там находится, я так понимаю, Московский вокзал. Мы чуть туда дальше подойдем, да, еще потом посмотрим. Ну, вот нам только что Феликс рассказал, что тут есть такие вот темные специальные дорожки, которые они же и сделали, чтобы, во-первых, люди не подскальзывались, а во-вторых, это, ну, такое шумоподавление, чтобы люди, которые живут на верхних этажах, не слышали, как тут ходят люди. Как видите, Маша взяла вот такие вот шлепки модные и платья. Если вы собираетесь все-таки идти по крышам, то советуем все-таки мой стиль брать, где кроссовки, шорты и более спортивный. Потому что нужно вот прям вот так вот пролазить, держаться за веревочку и идти дальше. Хотя бы минимальная физическая подготовка нужна. Мы идем сейчас по такой дорожке, которая не скользит. Эти провода, нам сказали, они не под напряжением, поэтому все окей, можно их задевать. Оп, сейчас, надеюсь, меня током не ударит. И мы идем, собственно говоря, туда, где самая красота. Это, конечно же, Невский проспект. Маша сегодня босиком, она прочувствует все прелести горячей, теплой погоды. Нормально? Ну ладно. Еще немного проводов. Я прям такое ощущение, как будто в Таиланде ощутился, где огромное количество проводов. Ну и вот Невский проспект. Я чуть-чуть снизу поснимал, и вот теперь сверху он идет до Гостиного двора. Вот сверху я еще ни разу не снимал. Пару раз был в ресторане Москва, но когда именно на крыше, то ощущения, конечно, немного другие. Такое экстремальное состояние. Гостиница Октябрьская. По вечерам тут играют рок-группы. Угу. Довольна, Маш? У нас только самое начало экскурсии, но уже невероятные эмоции, потому что увидеть Петербург с крыш и посмотреть на всю эту красоту, это просто невероятно. Идем за Феликсом, нужно идти именно... Если вам по ребрам больно ходить, старайтесь ходить по вот таким швам стыком. Да, Маш, тебе, наверное, будет больновато. Чувствую себя, как куда-то пробрался, где нельзя ходить, и экстрим такой. Но на самом деле тут есть вот такая вот решетка, даже если вы упали, вы не скатитесь вниз, поэтому ничего прям страшного нет. Красота.
На этом светофоре всегда огромное количество людей. Как и на пляжах Пхукета. Это у нас Лиговский проспект, галерея, самый такой популярный торговый центр, Московский вокзал. Красота. Сегодня у нас индивидуальная экскурсия, поэтому нету большого количества людей. Поэтому вот Феликс для нас индивидуально показывает, рассказывает, что и как. Меньше людей, и больше мы сможем вам передать свои эмоции и никому не мешать при этом. Площадь Восстания назвали в 1918 году, до этого называлась она площадь Знаменской, честь церкви Знаменской. Напротив нас слева есть как раз вестибюль метро. Раньше на месте этого вестибюля находилась та самая церковь, церковь Знаменская. А ближе к 1940 годам ее разобрали, как и многие другие церкви в советское время, и построили как раз вестибюль метро. Как я уже упоминал ранее, здесь установлен замечательный обелиск, высотой 36 метров, а вес просто колоссальный, 750 тонн. Это все потому, что он имеет железобетонный фундамент, который уходит на глубину 4 метра, еще по 9 метрам диаметром в каждую сторону. Поэтому вес колоссальный, 750 тонн. Раньше на месте этого обелиска была небольшая табличка. Написано, здесь будет установлен памятник Ленину, а до этой таблички был памятник Александру III, который перенесли уже в Мраморный дворец, когда открывали железную дорогу, а именно Московский вокзал. Как уже упоминали ранее, справа Московский вокзал. То есть находился очень близко, поэтому памятник перенесли уже в Мраморный дворец, где он сейчас и находится. И по поводу этой площади Знаменской, нынешней площади Восстания, всегда в Питере часто водили слонов. Слоны в Питере были, они появились еще при Петре Первом, тогда ему шах иранский подарили первого слона. Этого слона выделили на эту площадь, показывали людям. Это было что-то вроде местного развлечения, а людей, точнее, действия описывали как слоняться, бездельничать. Оттуда и пошло слово слоняться. Мы такие подробности сейчас узнали, что просто в шоке, хотя мы родились и прожили большую часть времени в Санкт-Петербурге, но вот такие факты мы, конечно же, не знали. И для нас это, как думаю, и для вас будет интересно узнать. Перебираемся дальше. Так как Маша в платье, то это занимает определенное время. Тут можно увидеть вот такое вот искусство. Карлсон на крыше. Процесс фотосессии. Смотрите, как здорово. Тут еще как раз, получается, ребята и фотографировать умеют очень классно, и получают просто невероятные снимки. Мы вам потом тоже покажем. Смотрите, вот я сижу, и внизу Невский проспект. Для любителей и ценителей экстрима это, конечно, вообще супер. Я высоты не боюсь, и от этого получаю, конечно, огромное удовольствие видеть свой родной город вот именно с высоты. Еще немного местного арта. И еще немного арта. Наслаждаемся видами. По желанию можно подняться еще выше, что мы сейчас и сделаем. Смотрите, мы поднялись еще чуть выше, и отсюда видно... Я изначально сказал, это Губин, но меня поправили, сказали, это все-таки это Кейт Флинт, солист группы Prodigy. И именно там находится культовый магазин Castle Rock, который я еще в конце 90-х, который посещал, покупал там диски, всякие там майки, футболки, все, что только можно. Оказывается, он до сих пор работает, и вот отсюда его очень хорошо видно. Это здание 1834 года постройки. Ну, не крыша, она новее. Ну крыша, да, поновее, вот именно здание. Можно увидеть, что красивые фасады домов, видите, они все такие разноцветные, каждый имеет свою какую-то индивидуальность. И именно этим очень многих привлекает Санкт-Петербург. Но, к сожалению, не все знают его изнанку. То, что находится внутри дворов,
И именно сегодня мы покажем и изнанку Питера, где во дворах то, что происходит. Многие этого вообще не видят, проживают даже там многие годы в Санкт-Петербурге. Или просто приезжают, смотря Дворцовую площадь, Фонтанку, еще что-то. И именно это будет, я думаю, вам интересно увидеть. Сейчас мы спускаемся и идем дальше на край здания, чтобы посмотреть еще больше. Сейчас идем на другую сторону, и нам как раз сейчас Феликс рассказывал, как далеко не все любят высоту, и бывает, кто-то даже отказывается от посещения всей крыши и остается в самом начале. Но мы любители экстрима, поэтому для нас это как глоток свежего воздуха. Мы прям это обожаем, поэтому как можно не подняться на крышу, не показать вам. И вот Феликс показывает, какие можно сделать фотографии, каким образом. Видите, если вот так вот сделать фотку, можно будет весь Невский увидеть. Так что в наших инстаграм-аккаунтах вы можете видеть уже эти фотографии. Ну и отсюда видно, конечно же, собственно говоря, и площадь. Посмотрите, какой тут просто невероятный вид. Что мне больше всего нравится, это то, что можно, в принципе, забраться на одну крышу и пройтись дальше по крышам, ну, целый квартал, получается, где-то, ну, километр, представляете? Потому что все крыши примерно плюс-минус одного уровня, и можно вот таким образом гулять. Это для меня, конечно, открытие. Потому что, когда снизу гуляешь, всегда думаешь, ну, где-то как-то, возможно, там дома разной высоты, а отсюда как раз можно увидеть. И именно тут нам Феликс сказал, что можно прогуляться до Пушкинской, в ту сторону, спокойно по крышам. Но там, конечно, виды уже теряются. Вот, Пушкинская. Самая красота и смак — это, конечно, Невский проспект. Еще Феликс сказал, что вчера-позавчера были бабушки там 70-80 лет, и они бойкие, бегали, прыгали. Поэтому это не только для таких молодых, спортивных. Все, мы только что отснимали именно крыши. Сейчас мы пойдем до улицы Рубинштейна, и у нас будет сейчас обзор коммуналок Санкт-Петербурга. Именно я прожил в коммуналке первые свои 5-6 лет жизни на Васильевском острове. Сейчас мы идем до Рубинштейна. Можно сейчас увидеть летний беззаботный Санкт-Петербург. Сегодня у нас погода 29 градусов. Это последний такой, насколько вы верите прогнозам, солнечный денек. Как видите, все в шортах, в такой яркой одежде. Ровно через неделю будет погода 11-12 градусов. И, конечно, кардинально поменяется одежда людей. Все будут как капуста, включая и нас. Да? В Санкт-Петербурге можно увидеть такие вот чебуречные, в которые на улице сидят люди прям с видом на Невский проспект. Нам с Машей безумно, конечно, нравится Санкт-Петербург именно летом, потому что летом открываются все прелести Санкт-Петербурга. Это белые ночи, это разводные мосты, теплая погода, хорошее настроение у санкт-петербуржцев. А вот с октября по где-то апрель, начало мая, конечно, уже Петербург окрашивается другими красками, которые не очень-то и яркие. Поэтому, как правило, мы и уезжаем куда-то зимовать. Смотрите, какая красота прям. Это у нас улица Марата. Кинотеатр Колизей, один из самых первых кинотеатров, который я посетил. Для нас, конечно, супер сейчас прогуляться, пройтись, потому что Маша совсем недавно переболела ковидом, потому что я болел еще в 2020 году, а Маша вот только сейчас. Я уехал на дачу, и я не болел, но я жил на даче где-то 1,5 недели, Маша жила вот в Питере. И мы вот первый день, когда вместе вышли, такая отличная погода, и у Маши прям эмоции просто от того, что она уже идет по Невскому. Ей уже классно. А когда еще на крышу забрались, то у нее фонтан эмоций, мне кажется. Из-за моего ковида как раз-таки получается, что мы 1 неделю с роликом пропустили, хотя у нас было очень-очень много планов, но, по крайней мере, я старалась это время нагнать так, чтобы договориться, чтобы показать вам эти крыши парадные. Искала людей, которые как раз-таки этим занимаются.
В Санкт-Петербурге можно увидеть такие вот кофейни, которые до сих пор еще сохранились. Видите, такого советского типа, с такими плакатами. И можно сидеть с видом на Невский. И цены тут вполне себе приемлемые, как видите. Это, по-моему, сеть ресторанов «Копейка», насколько я помню. В нее я еще ходил 10, 15 и 20 лет назад, когда был студентом. Вот, кстати, можно увидеть еще молодого человека, который привлекает людей для крыш. Нам нужно еще чуть-чуть дальше пройти. Это у нас Литейный проспект. Там, кстати, одно время очень долго жила Маша, да? Да. Именно в коммуналке, который мы вам скоро покажем. Мы с вами просто гуляем как с друзьями и показываем какие-то такие особенности города, потому что Санкт-Петербург показать за 1, 2, 10, даже 100 выпусков это просто нереально. Тут настолько он разный, необычный и столько достопримечательностей, что я до сих пор открываю какие-то новые необычные вещи. Вот даже посмотрите, вот просто мы идем и вот сюда сейчас зайдем, смотрите. Чехов, Ахматова, Достоевский. И, конечно же, Чайковский, Есенин. Такой вот дворик необычный. Сейчас мы пройдем и поймем, что там такое. Галерея. Это арт-галерея. Чем, кстати, очень славится Санкт-Петербург, что у нас арт-галерей больше, наверное, чем людей живет, да? Хочется еще добавить от себя к Паше, да, то, что он сказал. Жить в Петербурге, что такое? Это когда каждые выходные там в садике или уже в школе вы постоянно ходите на какие-то экскурсии, то есть это Эрмитаж, это какие-то галереи, это какие-то еще тоже большие музеи, и даже когда ты с самого детства ходишь постоянно по всем этим музеям, их все просто пройти за небольшой отрезок времени очень-очень тяжело. Смотрите, мы тут нашли индийскую лавку. В Санкт-Петербурге очень много таких вот всяких индийских, азиатских, китайских лавок, даже на окраине города. А вот арт-галерея где-то там. Вот, туда надо заходить. Но мы уже в нее не пойдем, потому что нам надо немного торопиться. Как вы можете понять, мы уже вышли на улицу Рубинштейна. Это такая, можно сказать, самая... не самая злачная, но, наверное, самая богатая на наличие всяких ресторанов, кафешек и мест, где можно вот так вот присесть, посидеть, что-нибудь перекусить. На любой вкус и цвет здесь это имеется. Смотрите еще, что очень здорово, когда большая жара, открываются окна в барах, и люди вот так вот сидят. И самое крутое, что к вечеру изо всех этих баров доносится музыка, и люди здесь и на улице танцуют, и в барах танцуют. И эта улица самая обязательная к посещению, если вы приехали в Санкт-Петербург и хотите увидеть именно ночной тусовочный город. Именно на этой улице было очень интересно во время ковида, когда закрыли все бары, а люди хотят летом все-таки как-то ходить по ним, тусоваться. А люди вышли на улицу, и прямо вся улица была заполонена как раз-таки людьми, которые хотят тусоваться, которые хотят праздновать белые ночи и отдыхать. И прям буквально полностью она была заполнена людьми. На самом деле ночью бывает ли тут музыка? Мы на самом деле не знаем, потому что не помню, или в прошлом году, позапрошлом, тут постоянно местные жители ругались с местными барами, потому что было реально шумно и невозможно спать. Возможно, есть какие-то ограничения там до 11, до 12 часов. Мы это точно не знаем, но то, что происходит именно внутри баров, это всегда очень шумно и весело. А вот снаружи, возможно, уже нет. Смотрите, какое необычное кафе. Теперь можете поцеловать друг друга. Конечно, после Таиланда, после той экзотики, которую мы видели ежедневно, когда тропические острова, зелень, море, и попадаешь вдруг в такие вот каменные джунгли, конечно, впечатлений массу, но это, конечно, хватает этих впечатлений ненадолго, буквально где-то месяц-другой, и уже тут становится немного тесно. Но именно первый месяц ходишь, разглядываешь Санкт-Петербург, свой родной город, как турист. Начинаешь замечать какие-то вещи, которые абсолютно не замечал, не видел. И вот мы, собственно говоря, дошли до драматического театра. Я тут много раз посещал его, но уже лет 10-15 назад.
Ну и получается так, что первая часть нашей экскурсии была именно на площади Восстания, где мы вам показали крыши. Сейчас мы идем по Рубинштейна, и у нас будет вторая часть. Нам дали ровно час, мы погуляли, чуть покушали. Видите, тут какая атмосфера. Вот музыкальный театр Зазеркалье. Ну и чем дальше идешь по Рубинштейну, такое ощущение, она просто сужается за счет машин, которые тут паркуют абсолютно везде. Тут можно машину найти просто на любой вкус и цвет. Вот смотрите, от такой до вот такой вот раритетной. По левую сторону у нас Владимирский пассаж, а также такие вот небольшие барчики, они, насколько я понимаю, вечером открываются. Вот в ковидные времена тут все было открыто, тут вообще такая тусовка была год назад. Сейчас почему-то закрыто. Ну ладно, идем дальше. Смотрите, мы еще подошли вот именно к этому дому, он невероятно красивый. Посмотрите просто, какая арка невероятная. Смотрим налево-направо. Туда попасть не так просто, как видите. Но если туда и попадаешь, то там довольно красиво, потому что там одна арка, потом вторая, еще третья, и выходишь прямиком на Фонтанку. Тут довольно-таки такие недешевые квартиры. Да, и мы, кстати, сейчас вот еще чуть-чуть и дойдем до 5 углов. И там тоже вот такое красивое место. А сейчас мы находимся на 5 углах. Можно заметить, тут не все уже справились с жарой. Мои любимые мотоциклы. И мы подходим к тому самому памятнику, где нас уже должен встретить другой человек, чтобы показывать другие достопримечательности и изнанку Санкт-Петербурга. Но один из отрывков позаимствовали фанаты Довлатова под предлогом того, что никак не могли проникнуться глубинными смыслами и аллюзиями, которые заключены в этих строках, когда они висят на двери. Все, конечно же, нужно забрать себе домой. И на столе имеем печатную машинку. Если вы знакомы с творчеством Сергея Довлатова, то явно знаете, что о подобной машинке он мечтал, писал о ней, у него было произведение «Соло на Ундервуде», но так до конца своих дней он ее не получает. Увековечили рядом с ним же на постаменте, совсем недалеко от того здания, где в свое время он проживал. Проживал он тем временем в этом чудесном доме, доходном доме купеческого права, построенном в 1911 году. Это стоило упомянуть хотя бы по причине того, что зданию в этом году ровно 111 лет. Дата как минимум красивая. Но давайте пройдем. Этот принцип под собой подразумевает закон о непрерывности фасадов. Все фасады на улице должны плотно друг к дружке примыкать. Однако здесь, бац, красная линия фасадов на улице берет, разрывается, и здание двором уходит прямо вглубь этой самой улицы. Получилось так по причине того, что в 10-х годах, на тот момент 20-го столетия, неформально, планомерно закон непрерывности фасадов отменяют. И появляется здание по форме двора курданер. Вообще курданер якобы в переводе с французского это почетный или благочестивый двор. И якобы же такие дворы создавали, чтобы показать, что жильцы этого здания живут так же опрятно и так же. Остановись. Я быстро даже скажу. Я бухал в квартире Довлатова. И видите, я его, конечно, не видел. Но он такой же алкаш, но писателем он был хороший. Это мне говорили. Я здесь мыл машину еще малолеткой, 16 лет. Сейчас мне уже 39 лет. Спасибо. Меня можете не фотографировать. Хорошо. Я все равно никому не нужен. Я и в тюрьме был, и в пионерском лагере, это понятно. Самая питейная улица города Санкт-Петербурга. Что еще можно было ожидать? Так вот, примечательна сама форма двора. Представим, будет здесь обычное здание с дворами и колодцами, где бы разместили дорогие дворянские квартиры. Между юнгой и табличка, что здесь проживал Довлатов. Тут бы был фасад. Потом двор-колодец и еще фасад, где квартиры бы в 4, в 5, 6, 7 раз дешевле. А потом еще двор-колодец и еще фасад, где мы бы как застройщик просто давали койко-место, лишь бы хоть что-то на этом подзаработать. А создавая курданер, мы по всему периметру возникшей БПП сдаем средней стоимости дворянские квартиры.
под видом того, что каждый из них имеет вид на улицу. Де-факто эти квартиры вид на улицу не имеют, мы на это просто зарабатываем. Что ж, мы можем потихонечку подниматься нам на третий этаж. Вот те самые дворы-колодцы. Пройдем, можем приметить, например, большое отверстие для прописки дымохода, который проходит изнутри стен. Можно посмотреть, насколько банально в старом фонде Петербурга глубокие стены, и как изнутри дымоходы от печи образуют там полноценную систему. Кстати, у таких отверстий постоянно отличная вытяжка. Если засунуть руку, мы это сразу приметим. Именно здесь коммуналка обычно и курят. Что ж, и прошли с вами сразу на кухню жилой коммунальной квартиры. Это прямо ее центр. Кухня расположена в своем первоначальном месте, опознать это довольно просто. Во-первых, этот прелестный вид из окон. Такой вид могла себе позволить только ваша кухарка. Для богатого дворянина он был первоначально недоступен. Далее, кухня опознаем по полному отсутствию декора. Логично, никто помещение для своей кухарки украшать-то и не будет. Далее, определяем по выходу на черную лестницу. Черная лестница первоначально только для черни, для дворников, кухарок и прислуги. И, как правило, входы с черных лестниц в квартиры вели именно что на эти самые кухни, дабы вашей кухарке было поудобнее вносить помой в грибную яму, которая все непременно была во дворе. Затем добавляется наружный холодильник. Подобие советских наружных холодильников, однако в данном случае он монтирован в эту толстенную стену. В данном случае была именно что не кухарка, а повариха. И не было кухаркиной комнаты. Кухарки жили обычно рядом с кухней, а поварихи приходили и уходили раз в несколько дней. Заместо кухаркиной комнаты здесь была кладовая. Сейчас на месте нее уютный санузел. Кладовую можно определить довольно-таки просто. Сохранилась оригинальная оконная рама. Вот, собственно, по левую руку можем ее приметить. Но ее замуровали, хотя окно в санузел было бы довольно экспрессивной деталью. И изображены отрывки из его произведений. Но жильцы эту дверь сняли. Вот уже как полгода и надеются продать. Как ту дверь, которую еще сам Довлатов в свое время открывал. Пока безуспешно, поэтому она стоит на кухне. Хорошая дверь, ей 111 лет, выполнена из хорошо просушенной сосны. В целом состояние древесины можно быть спокойно подметить. Хорошо, проходите, располагайтесь, везде можно сидеть, все можно трогать в рамках разумного. Попрошу только какие-то вещи или шкафы не открывать. Что же, в этой комнате 28 лет жизни проживал Сергей Довлатов, но, к сожалению, от него здесь почти ничего не сохранилось, за исключением оригинального пола, деревянных перекрытий под ним. И, кстати, на паркете, по легенде, пятна Фрейдного портвейна. Это портвейн, который спивали еще Бродский с Довлатовым. Оригинальные оконные рамы, замки на окнах французской модели, лепнина и, конечно же, печь. Наша любимая, чудесная, неоклассическая, изразцовая печка цвета зеленки. Но в самом деле, будто бы доминантка всей комнатушки. Однако, посмотрим поближе, видим, что печь перебирали. И сложили, как получилось, швы неровные. К сожалению, в советское время это происходило просто повсеместно. Люди хотели найти в изразцах этих печей, в этих углублениях, какие-то дворянские сокровища. Для этого повсеместно перебирали печи, чтобы что-то там сыскать. Повсеместно прецедентов о том, что что-то нашли, не происходило. Но жажда наживы была, конечно же, посильнее, так уж и исходило. Далее имеется большая коллекция книжек, те же 50 томов большой советской энциклопедии, странички про Берию не вырваны. И наша любимая. Во-первых, книжечка о кулинарии, 1955 год, первая кулинария в Советском Союзе, в которой есть все. Начиная от способов сервировки, заканчивая тем, как пользоваться кухонными комбайнами, способами разделки мяса, одним словом, все, что нужно начинающему повару. И ушедшая в народ уже книга о вкусной и здоровой пище. Ну, пожалуй, вы всякого подобного рода книжки слышали. Она, к сожалению, у нас не в лучшем состоянии, но также она столь же прелестна. Даже цветные изображения замечательные. А интерьер, получается, примерно похож, да, на то, что было? Схож, но не копия. Не копия. Опять же, мы больше восстанавливали как музей советской коммунальной культуры и быта. Он первоначально был у нас по другому адресу, однако буквально пару лет назад оказалось вакантным сделать его в комнате, где жил Довлатов. Все-таки Довлатов напрямую тесно связан с историей коммунальных квартир того же Ленинграда некогда. Поэтому, собственно, здесь соорганизовали. Вы слышали, пожалуй, Петербург — это голландский принцип в первую очередь. Закон дифференции фасадов и прочее. Однако, подумаем логически и вспомним, что перекрытия между этажами какие преимущества? Деревянные полы, деревянные фурнитуры, деревянная. Да и люди в квартирах в целом неплохо горят. И представим, в случае возгорания одного из зданий на улице, пожар на остальные слишком легко перебросился. Поставим себя на место застройщиков, поймем, нам нужно этому как-то противоборствовать. Однако, каким же образом, если все здания плотно примыкают? Крайне логично. Декларируем, одна из стен здания глухая. Глухая, без окон и без дверей. И этой стеной наше здание будет примыкать к соседнему. И таким образом, если возгорает соседнее к нам здание, пожар наш не придет. Как он придет через глухую, мощенную только кирпичом стену?
Это и есть брандмауэр. Они есть фактически у каждого здания в старом фонде города. Так вот, как же нарушали законы? Да люди просто подумали, что если кирпич из стекла, это же тот же самый кирпич. Значит, если порубать брандмауэр, установят до кирпича в коньяк. 3-4 кирпича в ширину, 7-8 в высоту, и у нас есть почти полноценное окно в том месте, где окна никогда не подразумевалось. Понятно, куда мы шлем норму противопожарной безопасности. Прослойка между фальконе, как правило, из хорошо просушенной лиственницы. Зато получаем почти полноценные окна. Кёнигсен, Варшавский, Николаевский. 49 – это дата начала массового производства. Первый массовый телевизор нужно же как-то и отметить. Однако примечательно, еще до того, как аббревиатура КВН стала аббревиатурой «Клуб веселых и находчивых», прозвали по-другому. Купил, включил, не работает. У этих телевизоров был в свое время огромный процент брака. В зависимости от партии, чуть ли не каждый пятый телевизор, будучи принесенным домой, просто не включался. И именно такие телевизоры начали чудную советскую традицию бить по технике, когда так не работает. Пара легких ударов, и затем магия работы фиксиков непременно приводили телевизор в чувство. Уже подметили одну необычную деталь, наполненную линзу. Примечательная линза – это та часть телевизора, на которой хотели максимально сэкономить. На сей момент она самая дорогая. Увидим, что она наполнена. Наполнена дистиллированной водой. Это и сделали в целях экономии. По дворам парадным города Санкт-Петербурга, но купили у разного рода коллекционеров. Те же финские изразцы, отечественные, такой элемент именно как консоль. Примечательно, у сундука есть довольно необычная история, так как первый слой – это советские обои. Однако поверх них дореволюционные газеты. Первый слой моложе второго. Какой запах тут прям. Запах, конечно, открывается прям невероятный. И в довесок, если упоминать мельком историю, на стенных покрытий имеются советские обои и газеты, небольшая коллекция, найденная во время реставрационных работ. Иногда накануне вечером интересно почитать газеты 1796 года. Сюда часто заходил Федор Михайлович Достоевский, и даже он прикупил себе квартирку неподалеку, потому что так ему нравилась эта церковь. Еще один момент. В этой церкви открывали няню Пушкина, Арину Родионовну. Но купола выглядели так, к слову, не всегда. Только в 2016 году они были позолочены сусальным золотом. Давайте попробуем догадаться, какого цвета до этого были купола. Серые? Почти. Серебряные? Еще темнее. Черные? Правильно, действительно, купола были черного цвета. Почему? Потому что в СССР была политика атеизма, церкви многие закрывались и делали из них музеи, училища, все что угодно, только не церковь. А сейчас мы вам наглядно покажем, почему в Петербурге подъезды называются парадными. Мы заходим уже в парадные. Смотрите, какая красотища. Они восстали против древних греков, заключив союз с их врагами персами. Греки жестоко отомстили, убили всех коринфян, а женщин забрали с собой в рабство. И с тех пор греческие архитекторы начали делать таких кариатид, чтобы показать эту тяжесть на плечах женщин, и чтобы потомки всегда помнили о тяжелом наказании коринфян. Вот можно увидеть камин, которых осталось в Питере не так много, всего 3-4 действующих камина. Причем сюда может зайти абсолютно любой человек, не нужно никакого домофона, зашел, посмотрел, насладился красотой. Смотрите, можно было выбирать абсолютно любой номер себе квартиры, и получается вот такая вот нумерация. Это парадный. Мы включаем маршрут, чтобы показать, как парадные вообще выглядели в советское время. То есть видно, что все замазано той самой туалетной краской. И это парадные, как и дом 1878 года постройки, то есть конец 19 века. Здесь мало что сохранилось. Единственное, вот тамбурные двери, сохранилось отделение под печью в правом углу нижнем. Эта комната, она была не отдельной квартирой, а она была пристройкой вот к этой огромной квартире. Конечно же, сейчас здесь находятся коммунальные квартиры, потому что очень много комнат. И вот из этого большого окна 4-метрового выходил свет и освещал эту парадную. Также на полу можно заметить вот здесь вот оригинальную плитку, 19 век, мозаика. И эту
парадной еще чем примечательно, что здесь высота потолков от 4 до 6 метров. Например, на самом последнем этаже высота потолков 6 метров. Только что были именно тут. Посмотрите, какая красота. Раньше в этих нескольких метрах располагалось складское помещение. И единственным выходом была вот та вот будка. Но ту будку, да, замуровали в советское время и до сих пор не отмуровали. Никто не знает, что там. Кто-то замурован. Вот, давайте посмотрим на арочку. Два гранитных блока по обеим сторонам. И как вы думаете, что это? Оказывается, вот тут вот раньше были большие такие арки, и это были персональные конюшни. А вот эти вот столбики спереди, оказывается, для того, чтобы кареты, а далее машины не сбивали вот эти самые углы здания. У нас очередная парадная, смотрите, какая красотища. Сейчас узнаем про нее много интересного. Да, эта парадная, она построена вообще как и дом, 1897 год. Это был доходный дом графов Мекленбергов. Вот по памяти пытались восстановить их герб. Также эта парадная традиционно считается европейской. Почему европейская парадная? Потому что она такая узенькая и низенькая. В отличие от тех парадных, которые на этом были, которые такие широкие, огромные, это узенькая. Что здесь сохранилось? Сохранилось отделение под печку, где она стояла. Также там были двери. И вот эти вот интересные арки. Давайте попробуем догадаться, для чего эти арки были нужны. Мы пришли к очередной большой двери. Интересно, что будет за ней. И, как видно, здесь пытались не замазать той самой зеленой туалетной масляной краской, а полностью зацементировать. И зацементировали, и только совсем недавно приходили волонтеры, и все это попытались как-то отскребать. Вот где-то получилось, где-то не очень. Здесь можно увидеть лотосы. Эти лотосы, они ручной работы, то есть они отливались, прожимались в трафаретах и обжигались в печах. Так что каждый из них по-своему уникален. Вот в этом месте стояла печь, а вот здесь вот было место, где сидел старший дворник, и под лесенкой было место для дров. Вот этот фонарь тоже наполовину оригинальный. Сюда подвозили газовый баллон, чтобы освещать эту парадную, потому что свечи было очень-очень дорого жечь. Двери, они необычные, они из особенного дуба. Этот дуб, он десятилетиями пролежал в соленой воде, отчего он абсолютно не горит. Потому что лифт первый доходный доме появился в 1790 году, то есть спустя 14 лет после основания этого дома и постройки этой парадной. Заходим в еще одно место. Вот мы пришли в тот самый колодец, который, видите, называется Котик. Как будто бы тут такие вот ушки. Ну и заключительная парадная у нас на очереди. Это парадная дома Иоффа. Мы сейчас пойдем на лестницу, посмотрим. Смотрите, какая красотища. Это все в обычном доме в Санкт-Петербурге. Надеюсь, вам понравилось, потому что, я, наверное, больше половины того, что нам сегодня рассказывали, не знал. Не знал про парадные, про различные там вещи, которые про квартиру Довлатова. Надеюсь, вам это все было тоже интересно, потому что для таких же жителей Санкт-Петербурга, как мы, я думаю, будет интересна такая экскурсия. Интересно и познавательно. И надеюсь, что это видео, которое вы посмотрели, оно вам полностью передало этот дух Санкт-Петербурга. По крайней мере, мы очень надеемся на это. Наша экскурсия получилась просто невероятно насыщенной. Мы прошли просто какое-то нереальное количество шагов и охватили, наверное, все самые интересные места. Впечатления просто невероятные. И, конечно же, это та экскурсия, на которую стоит сходить и посмотреть на Петербург именно такой. Нашу экскурсию организовывала компания РУФ СПБ. Мы нашли их в Инстаграм. Ссылочка будет в описании. Если вы тоже хотите повторить наш невероятно классный маршрут, обязательно переходите и записывайтесь на экскурсию. Спасибо за просмотр видео. Если вам было интересно и полезно это видео, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!